Ну что? Начинаем. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Начинаем эзотерический вебинар. Хочу напомнить, моя фамилия Андрей Дуйко, руководитель эзотерической школы Кайлас. Я сегодня готов ответить на те вопросы, которые вы задаете на моем сайте duiko.guru, вебинары-школы. Здесь установлена вебинарная комната, и на вопросы, которые вы задаете, я отвечаю именно с этого сайта, с этой вебинарной комнаты. Давайте быстро поставим плюсы, пока вы будете ставить, я отвечу на вопросы. Байра Локтионова. Здравствуйте. Если возможно, подскажите, мама ходила к ламе. Ей сказали, что надо дочери и зятю, то есть нашей семье, провести обряд поклонения к хозяину воды. Я никому не хочу обращаться, ведь я учусь в школе Кайлас. Можно ли эзотерически по системе школы провести обряд поклонения к хозяину воды для своей семьи? Извините, что я неправильно сделала. Конечно, можно. Обряд поклонения хозяину воды проводится следующим образом. Вы покупаете рыбу, она должна быть обязательно живой, после этого покупаете ее утром, идете к воде и говорите: тот дух, который живет в воде, прими от меня рыбу, и после этого говорите: а взамен мне дай ребеночка. И после этого, если щучку выпустите, появится девочка, если карасика, мальчик, а если бычка, то мальчика бычка, значит. Ну, это шутка. Итак, Маргарита Дикун. Здравствуйте, Андрей Андреевич, подскажите, как можно эзотерически сдать экзамен ПДД в ГАИ? 2 раза уже сдавала, но не сдала. Знаю про каштаны, уметь преподавателя, ругать и так далее. Каштаны не созрели, преподаватели и так далее. Я могу вам сказать, как человек, который тоже сдавал несколько раз, могу сказать, что есть одна особенность. Она заключается в том, чтобы в ГАИ заплатить взятку. Вы знаете, они там специально находятся не для того, чтобы у вас документы или экзамены принять, а для того, чтобы вы их не сдали. И есть такое понятие. Раньше это собирал тот человек, который подготавливал студентов к тому, чтобы они сдавали, и сам заносил. Но вот сейчас вы, видимо, должны будете заплатить. Я вам хочу сказать, самый простой способ сдать экзамены — это заплатить. Идите к начальнику ГАИ или идите там к кому-нибудь и попросите сдать экзамены, дайте там, я не знаю, $50, сколько сейчас стоит, $100, и сдадите их точно на 100% проверено. Но вот на 100%. Вы не первые говорите об этом. Там правы вы, неправы, правильно делаете, неправильно делаете. Все равно пока не заплатите, будете сдавать. Понятно, что кошелек дарить и принимать нельзя, а портфели дарить и принимать как подарок можно? Можно, портфели можно. Итак, с чего бы я хотел сегодня начать этот разговор? Сегодня я ехал, и у меня пришла такая тема. Наверное, раз это пришла тема мне в голову, то я бы хотел ее озвучить, наверное, для всех учеников школы. Она заключается вот в чем. Я начну так, очень издалека. Скажите, какая самая главная часть, которая необходима автомобилю? Что необходимо автомобилю больше всего? Вот смотрите, наверное, все части нужны для автомобиля. Ну хорошо, теперь такая ситуация. Все части у автомобиля есть. Что ему нужно еще для того, чтобы он чувствовал себя живым? Напишите мне. Я хочу, чтобы вы мне это написали быстренько. Подскажите, у моей дочери 8-й месяц беременности, что-то у нее происходит, тянущие боли. Скажите, пожалуйста, у нее с ребенком все будет хорошо? Все будет хорошо, конечно, но лучше обратиться все же в женскую консультацию, на всякий случай. Но, скорее всего, все будет хорошо. Меньше пусть ходит, больше пусть лежит. Если последние месяцы беременности, как можно больше пусть лежит. Итак, что самое важное в автомобиле? Раз вы мне не пишете, я скажу сам. Я считаю, что даже когда автомобиль весь в сборе, у него есть колеса, есть двигатель, все, что есть масло, все равно он не поедет. Я считаю, что для любого автомобиля необходим бензин. А бензин — это что? Это энергия, правильно? Тогда скажите, во всем необходима энергия. Вот смотрите, моему телу необходима энергия, моему бизнесу необходима энергия, моей семье необходима энергия. Давайте вот что-нибудь рассмотрим. Энергия в бизнесе
Энергия в бизнесе – это она может реализоваться. Каким образом это происходит? Допустим, ученик школы сегодня мне буквально пишет: Андрей Андреевич, понимаете, у меня не получается бизнес, и я решил читать мантры, читать коды, заклинания, и у меня все равно стало еще хуже. Скажите, почему это происходит? Для того, чтобы автомобиль работал, ему необходим бензин. Точно так же и с этими мантрами, кодами и заклинаниями. Для того, чтобы они срабатывали с человеком, этим кодам и мантрам необходим бензин. А бензин — это психическая энергия. Давайте я еще раз вам скажу. Для того, чтобы у него это срабатывало, ему нужна колоссальная психическая энергия. Колоссальная психическая энергия и психическая энергия — это та энергия, которая накапливается в тот момент у человека, когда он испытывает состояние счастья. Когда он испытывает состояние радости, когда он чем-то очень удовлетворен, очень доволен. Скажите, мы на протяжении дня занимаемся тем, что накапливаем психическую энергию или нет? Вот если вы ее не накапливаете, психическую энергию, и пробуете читать мантры или заклинания, или какие-то очень сложные эзотерические практики выполнять начинаете, то скажите, у вас получится или нет? Давайте я отвечу, а то, наверное, кто-то очень хочет. Алло. Здрасте. Неудобно, у меня сейчас вебинар, я в прямом эфире. Набирайте через 3 часа, закончится все, да, пожалуйста. Конечно же, когда человек начинает читать мантры, начинает заклинания читать, он должен знать, что это хороший автомобиль. Но для того, чтобы этот автомобиль начал толкать вам что-то, или что-то тянуть, или кого-то вытаскивать, вот грубо ваш бизнес тонет, ему необходим эскаватор. Этот эскаватор — это, скорее всего, код или заклинание, которое крючком берет. И в этот момент нужно понимать, туда необходимо, в этот экскаватор необходимо добавить в бак бензина. Бензин является энергией, топливом. Скажите, какую энергию необходимо отдать? Энергию, которая должна созидать. Она должна быть конструктивная. Почему? Потому что вопрос выхода вашего из данной ситуации заключается еще и в том, чтобы эта ситуация решилась самым лучшим образом. Смотрите, если человек печальный, он накапливает деструктивную энергию печали. В тот момент, когда он читает коды или заклинания, то эта деструктивная энергия печали является тоже бензином. И она поможет вам закрыть ваш бизнес, чтобы он у вас не получился. Почему? Ну, деструктивно решит данную проблему. А в случае, если вы хотите раскручивания бизнеса, вам необходима энергия радости. Энергия радости — это та энергия деструктивная, вернее, конструктивная, которая в виде такого экскаватора начнет доставать ваш бизнес, который там страдает, у которого не получается зарабатывать деньги и так далее. Я тоже про экзамены. У меня сын, осталась одна попытка для сдачи сопромата. Преподаватели ругали, что еще можно сделать. Там есть очень много заклинаний, мантр для того, чтобы сдать экзамены. Не надо меня мучить. У меня ученица первой ступени прошла 3-ю, 4-ю, о прошлом думать нельзя. Дневник вести можно, считаю, что нельзя. И записывать текущие задачи, анализ ситуации, пока актуально, потом сжигать. Старые дневники тоже сжечь. Есть ли шум, который можно слушать закрытыми глазами утром? Можно ли слушать один шум, а другой фоново? Нет, шум необходимо слушать только один. Фоново нельзя. Что происходит в этом случае? Один шум может подавлять другой, оба не будут работать. Как лучше построить свою практику, если делаю практики 3-й, 4-й ступени и прибавилось еще из 1-й? Есть ключевые практики, все индивидуально. Я считаю, что если человек закончил 3 или 4 ступени, отработал с этими практиками по месяцу там, или по 10 дней, после чего он должен поставить себе задачу, то есть что он на самом деле хочет от жизни, чего ему не хватает. Если не хватает ему денег, он должен выполнять эзотерические практики по накоплению или увеличению материального благополучия. Не хватает семьи для создания семьи. Нет любимого человека, использовать практики очарования, ну и так далее. Есть большие проблемы.
значит убирать эти проблемы, использовать в том числе эзотерические практики. Видите, что все валится и все выходит из-под контроля, значит убирание зла и так далее. Вот такие практики выполняем. А ступени, отработав 10 дней, можно тихонечко отложить и заниматься тем, что для вас более всего необходимо. Зачем заниматься развитием личности, если вам не хватает сейчас материального благополучия? Ну что, вопросы это в дневнике, я считаю, человек вести не должен. Я не думаю, что дневник может помочь человеку сделать анализ или вывод. Я считаю, что это не очень нужное для человека занятие, которое, к сожалению, еще и портит человеку судьбу. Итак, что делать, чтобы быть здоровым? Это такой вопрос сегодня был задан, когда я проводил опрос, какие вопросы задать во время данного вебинара. Итак, вопрос номер 1. Что делать, чтобы быть здоровым? Существует ли какой-нибудь концептуал, эзотерический концептуал для того, чтобы быть здоровым человеком? Да, существует. Я хочу вам сказать, для того, чтобы человек был здоровым, он должен соблюдать правила здоровья. Первое. Общаться со здоровыми людьми. Общаться со здоровыми людьми – это общаться с теми людьми, которые не говорят вам о заболеваниях. То есть, если человек подходит к вам и начинает говорить, у меня болит это, я болею этим, у меня проблемы такие, я болею этим и так далее. Знайте, этот человек нарушает вашу конституцию, которая заключается в том, чтобы вы были здоровыми. Этот человек навязывает свои заболевания, таким образом эзотерически и энергетически вас инфицирует. Поэтому говорите, я готова общаться на любые темы, если они не касаются здоровья и заболеваний. То есть, если человек говорит, я болею этим, болею давно, вы это все выслушиваете, знаете, вы общаетесь с нездоровым человеком, не делайте этого. Также второе, ни в коем случае сами не рассказывайте никому о своих заболеваниях. Заболевания можно победить только в том случае, если нет сочувствующих. Так, если вы наберете огромное количество сочувствующих, то у вас будет ухудшение вашего заболевания. Могу сказать, что у каждого бывает отит, там, боль в ухе или боль в зубе. И попробуйте, когда у вас разболится зуб незначительно, позвонить всем своим знакомым или сделать пост в Инстаграме, Фейсбук, ВКонтакте и написать, ну вот опять у меня болит зуб, снова я испытываю тяжелейшую боль, не знаю, как с этим справиться, посочувствуйте мне. Вот если вам посочувствует 200 человек, каждый напишет о том, как он вам сочувствует искренне, знайте, вы до утра уже не доживете, все раздуется сильно, у вас будет болеть как никогда в вашей жизни. И вы уже, скорее всего, такой зуб не спасете. Почему? Чем больше сострадающих и сочувствующих, тем сильнее боль. Это такая особенность. Поэтому делайте так, если болеете, болейте молча. Дальше. Для того, чтобы быть здоровым, необходимо принимать здоровую пищу. Что такое здоровая пища? Если яблоко с одной стороны гнилое, это говорит о том, что это яблоко кушать не стоит. Если картофель гнилой, его не стоит кушать. Если очень часто так происходит, немножко кислая еда, непонятного происхождения. Вы же не осматриваете мясо, из которого изготавливают колбасу. Поэтому я могу гипотетически предположить, что любое мясо, которое покупает человек, оно возможно от больной коровки или от больного поросенка, или у поросенка есть какие-то проблемы, которые связаны там с какими-то заболеваниями. Могу сказать, что очень часто онкологические новообразования являются следствием потребления в пищу онкологических клеток, которые можем мы употреблять в тот момент, когда у животного развилась онкологическая опухоль, человек при этом начинает кушать такую пищу, натыкается на опухолевидные клетки, потребляя их в пищу, они начинают в нем развиваться или распространяться. Но это очень частое явление. Вообще хочу сказать, что пищу необходимо по возможности готовить самим в хорошем расположении духа, в хорошем настроении, а также избирательно подходить к приготовлению пищи и избирательно подходить к выборе продуктов питания, которые вы употребляете. Осматривайте по возможности продукты питания так, чтобы они не были гнилыми. Старайтесь принципиально не употреблять продукты питания, из которых выпорхает моль, в которой находятся червячки, или там с одной стороны или пахнет плесенью, или как-то нехорошо пахнет, или там с одной стороны сгнило. Моей мамы такое было. Очень много картошки лежало в подвале. Она выбирала только гнилую, обрезала ее и ела. Я говорю, мама, для чего вы
употребляете картошку гнилую. Она говорит, ну она же пропадет вообще. Таким образом, вместо того, чтобы набирать постоянно новый свежий картофель, она постоянно выбирала только гнилую картошку, при этом всю зиму и потом всю весну питалась исключительно гнилым картофелем. Скажите, правильно ли она делала? Это экономия, она сэкономила ей здоровье или нет? Я вам хочу сказать, старайтесь, чтобы пища, которую вы употребляете, была по возможности живой. То есть это по возможности сорванная только что с грядки или собранная там очень недавно, имеющая вкус хороший, имеющий запах, имеющий внешний вид. Тогда тело будет пышным, красивым. Также старайтесь использовать нерафинированные масла, оливковое масло с хорошим запахом. Дальше. Естественно, хочу сказать вам, что здоровье, оно происходит от слова здорово. Наверное, каждый с этим согласится. То есть здорово живем, здоровье хорошее. А скажите, какое имеет значение еще слово здорово? Это когда все в жизни получается. Согласны с этим? Так вот, я вам хочу сказать, что в этом есть определенная идея. В тот момент, когда человек на протяжении своей жизни делает что-то и у него не получается, это приводит его к ухудшению здоровья. Именно поэтому я считаю, что одни из самых главных концепций, которые приводят человека к ухудшению общего самочувствия или состояния, это элементы восприятия разочарования. То есть в тот момент, когда вы в чем-то или в ком-то разочаровываетесь, это скорее всего в дальнейшем и ухудшает ваше здоровье. Поэтому для того, чтобы не разочаровываться, необходимо не очаровываться. А также не перекладывать на человека там обязанности, не думать, что человек какой-то особенный, не думать, что все всем там уважать этих людей, относиться с нежностью, относиться с пониманием. Не делать так, чтобы быть требовательным, быть тем человеком, который очень разочаровывается в случае, если что-то делается не так, как он захотел. Одним словом, здоровье в наших руках. Ой, как много вы пишете. Являюсь ученицей второй ступени. Спасибо за бесценные уроки. 11 июля заплатила за 3-ю обновленную ступень. И теперь с нетерпением жду. Писала письма и отправляла квитанцию об оплате. И что-то долго идет. Я хочу вам сказать. Очень часто я получаю такие письма. Прямо часто. А потом, когда мы начинаем разбираться, оказывается, что вы не проверяете письма в спаме. Второе. Даете неправильный адрес и электронную почту. Пишите электронную почту, вот как одна женщина недавно написала электронную почту и написала там katya.masha.gmail.com. После этого мы отправляем, они приходят обратно. Я говорю, проверьте электронную почту. Она проверяет и говорит, правильная электронная почта, Андрей Андреевич, я все получаю. А потом оказалось, что она неправильная. Она поставила одну точку не там, где необходимо. И после этого мы ей отправляем, обратно возвращается. Из-за того, что людей много, мы не можем тут же отвечать человеку. Я хочу вам сказать, обязательно покупайте мои семинары с моего официального сайта duyko.guru, на котором вы сейчас находитесь. Далее, второе. Обязательно связывайтесь со службой поддержки, которая указана на сайте. Также можете писать письма. Вот здесь внизу в правом углу есть большое количество кнопочек. Выбирайте онлайн-чат или обратный звонок, или Viber, или WhatsApp, или Telegram. Делайте так, чтобы вам ответили. Если вам не будут отвечать, набирайте или пишите мне в Facebook. Я буду давить на службу поддержки. Так не должно быть. Они должны отвечать быстро. Обычно быстро все происходит. Недавно узнала, что желтые цветы нельзя дарить, сокращает жизнь. Нет. Желтые цветы можно дарить. Желтые цветы к богатству. Но дарить их нельзя супругам друг другу. Дело в том, что именно желтые цветы в свое время мастер подарил Маргарите. Скажите, они прожили счастливо совместно? Ну, только после того, когда Воланд их забрал. Со свитой своих помощников Женевьевым, Коровьевым, вернее, и котом Бегемотом. То есть я могу сказать вам, что
Желтые цветы — это цветы, которые обычно почему-то приводят близких к расставанию. Но желтые цветы можно дарить, допустим, директору компании. Или можно дарить там свекрухе, теще, кому-нибудь из своих знакомых, если вы не собираетесь прожить с этим человеком всю жизнь под одной крышей. А вот дарить там любимой жене или любимому мужу я все-таки бы не посоветовал. Также могу сказать, что желтые цветы, которые растут во дворе, как и голубые ели, являются элементами, которые приносят в жизнь человеку материальное благополучие, богатство, счастливую жизнь и роскошную жизнь. Вы представляете? Добрый вечер, уважаемый Андрей Андреевич. Читаю коды для бизнеса и привлечения клиентов. Хорошо работает, но обратила внимание на то, что идет как будто пиками. То много людей идет, то хорошие продажи, то никого. А скажите, вы радость испытываете на протяжении дня постоянно? У вас уже изменилось состояние внутренней души, внутреннего духа, и вы накапливаете энергию постоянно? Или все-таки вы накапливаете ее по чуть-чуть? Вот точно так же пиками вы нарабатываете психическую энергию. Это говорит о том, что, скорее всего, вы эмоциональный человек, вспыльчивый человек. Вам необходимо привести свое чувственное состояние к состоянию стабильности. Тогда у вас люди будут постоянно, это будет подниматься медленно, и уверенными шагами вы будете увеличивать свои продажи и клиентскую базу. Может ли человек проживать эту жизнь, только отрабатывая свою карму? И как быть в этом случае? Нет, такого быть не может. Каждый человек рожден на планете Земля для того, чтобы прожить жизнь счастливо. Это основная задача. Бог слишком милостлив к людям. И он настолько милостлив, что дает каждому задачу и дает каждому выбор добровольный. Так как на земле есть присутствие и добра, и зла, то у каждого человека в середине него находятся две программы. Одна программа — это деструктивная, которая должна разрушить человека. И вторая программа — это конструктивная, которая должна этого человека привести к удовлетворению жизни. Человек добровольно это выбирает. Каким образом это происходит? Это наш выбор, как реагировать на ту или иную ситуацию. Вот представьте две чаши весов. Если на протяжении дня вы очень часто разочаровываетесь, на протяжении дня очень часто обижаетесь, вас кто-то бесит, вы злитесь на кого-то, ищете специально негативную информацию, не живете, то вы накапливаете в чаше деструктивной большое количество энергии. Ваша жизнь начинает двигаться по пути деструктива, что будет приводить вас к тому, что в жизни будет накапливаться печаль, будет накапливаться непонимание, скорее всего это приведет к бедности, к злости, разочарованию жизни. И второй вариант, когда человек начинает в течение дня испытывать состояние радости, старается быть позитивным, старается специально поднимать себя на какой-то подъем психоэмоциональный для того, чтобы иметь силы воспринимать радостный мир, старается быть более позитивным человеком, не ищет ужасную информацию, старается игнорировать все плохое. Таким образом, жизнь настраивается на состояние конструктива, жизнь приведет его к радости и счастливым минутам. Таким образом, а карму он проживет, ту, которую ему предназначили. То есть карма, которую ему предназначили быть человеком, который живет с Петей, Васей или Леной, он так и познакомится, но у него будет выбор. Это выбор прожить с Леной и быть деструктивным человеком, прожить в печали, нищете и бедности. И второе, прожить счастливо. То есть выбор всегда имеется. С признательностью и радостью считаю себя учеником школы Кайлас. Ура, товарищи! Спасибо вам. Более чем ранее верю в добро, любовь, счастье. Некогда угасший канал творчества открылся вновь. Ура! Стремлюсь создать семью для полноты жизни. Как скоро я выйду замуж? Смогу ли я еще родить детей? Уже 45, взрослая дочь, а так хочется еще деток и любимого человека. Для того, чтобы выйти замуж и найти свою половину, необходимо читать определенный код. Я его сегодня хочу вам дать. Этот код звучит так. Ан Жун Е Нум А Кин. Ан Жун Е Нум А Кин. Таким образом, если каждый день читать, хотя бы, я не знаю, 5 минут. Анжун Янум Акин, Анжун Янум Акин, Анжун Янум Акин, Анжун Янум Акин, то очень быстро найдете любимого человека и выйдете замуж. Если посвятила свой день с утра, например, здоровью,
Нужно ли посвящать эзотерические практики тоже здоровью или можно чему-то другому? Да, можете чему угодно посвящать еще. Можно посвящать одновременно и здоровью, и деньгам, чему хотите. Являясь ученицей второй ступени, так как тема сегодня здоровья, хотела бы вас спросить, найду ли я способ вылечить, а у нас не тема здоровья, у нас эзотерическая тема, но вы найдете, скорее всего, возможность вылечить своего ребенка. Дальше. Очень хороший вопрос, он звучит так. Как прожить жизнь человеку и прожить ее счастливо? Я могу сказать, что это очень несложно сделать. Для этого необходимо сделать выбор. Этот выбор заключается в двух элементах. Прожить в радости или прожить в печали. Печаль порождает страдания, радость порождает счастье. Скажите, что вы должны выбирать на протяжении своей жизни? Когда вы просыпаетесь, как говорят в народе, не с той ноги, то что вы должны сделать? Вы должны настроить себя на то, чтобы прожить в радости и найти те элементы, и это все в ваших силах, найти внутреннее состояние вашего духа, которого вы будете доставать, или которого вы будете, внутренний дух, которого вы будете как-то энергетически поднимать. И этот дух может помочь вам в любой ситуации воспрянуть. Помните, есть такие слова, зато он воспрянул духом, и после этого и так далее. Я могу сказать вам, что вот такое состояние воспрянуть духом, оно должно быть у человека постоянным. То есть в случае, если человек настроится на состояние, в котором его дух постоянно воспрянивает или находит вот эти внутренние силы для того, чтобы воспрянуть, его жизнь становится прекрасной. Она начинает становиться счастливой, у человека все в жизни получается. Когда нахожусь одна дома и пора спать, долго не тушу свет. В темноте кажется присутствие непонятно кого, как бы сама тема, как бы сама темнота материальна, особенно страх со стороны спины, когда вижу, брезжит рассвет, успокаивается и засыпаю. Как справиться и не тревожиться? Могу дать вам совет. В случае, если у человека есть нервозное состояние, он никак не может успокоиться, у него ничего не получается, я могу предложить использовать следующую медитацию, которая очень часто используется профессиональными тренерами наших детей, которые обучаются в садике, они их воспитывают, ну я их назвал тренерами, а не воспитателями, то есть они воспитывают в них рефлексы, воспитывают у них внутреннее, там воспитывают душу и воспитывают сознание. Что они делают с нашими детьми, если они не слушаются? Они их ставят в угол, согласны? То есть они их ставят в угол. В тот момент, когда у вас появляются панические атаки, депрессивные эпизоды, страхи, я очень рекомендую использовать следующую медитацию. Необходимо положить пуфик, коврик, подушечку, сложенный шарфик, я не знаю, там какую-нибудь одежду. На нее необходимо присесть прямо так, чтобы сидеть, глядя в угол. Сидите в таком углу и смотрите на вот эту прямую линию, которую вы там видите. Начинайте с 1 минуты, доходите до 5 или до 7 минут. По максимуму можете находиться 20 минут вот в таком углу. И я вам обещаю, сделайте это всего лишь 7 дней. Ваши страхи ночные исчезнут. Ваши состояния, панические атаки, депрессивные эпизоды исчезнут, состояние невроза исчезнет. Могу сказать, что это одна из самых удивительных и лучших медитаций, которую когда-либо придумали воспитатели в саду. Поэтому и детей ставят. Почему это происходит, я вчера объяснял в своем новом семинаре, который называется «Асаны Дуйко» на все случаи жизни. Андрей Андреевич, во вторник вы мне посоветовали пить воду теплую после 4 утра. Я в 5 встаю и пью, и перед едой тоже, но пока вес не уходит. Скажите, я что-то не так делаю? А скажите, сколько вы по времени во вторник, а сегодня что у нас, пятница? Я вас не понимаю, я вас вообще не понимаю. Вы хотите за 4 дня похудеть? Я что-то не понял. Вы полжизни поправлялись, теперь собираетесь за 4 дня похудеть. Какой выход? Вообще ничего не делайте, не пейте. Мужу при рождении сделали ошибку в фамилии. Стоит ли менять обратно фамилию рода или лучше жить и жить? В случае, если у мужа счастливая судьба,
В случае, если у мужа, в общем-то, все хорошо в жизни, вы счастливы, то поменяв одну букву в своей фамилии, вы можете потерять этого человека. То есть он может стать совершенно другим. В случае, если сейчас его судьба совсем плохая, судьба его отца была хорошая, и вы хотите, чтобы он повторил судьбу отца, то он может вернуть фамилию отца, и жизнь будет точно такая же, как в его роду. Добрый день. Прохожу вторую ступень. Быстрое замужество. Неделю назад появился шум в голове и существенно снизился слух. Врач не обнаружил никаких отклонений. Отправил на МРТ. С чем связано? Как долго это будет продолжаться? Что это делать? Раньше жила с тихими тараканами и страхами в голове, а теперь с шумом и азбукой Морзе, и смех, и шок одновременно. А вчера еще и ступня левой ноги разболелась, без каких-то травм. У вас, Оля, это исчезнет все после 23 числа. Вот дождитесь 23 числа, и ничего у вас не будет. Скорее всего, это тлетворное воздействие на вас, ретроградного Меркурия или каких-либо негативного воздействия планет. Мы с женой, ученики школы, зарядили железные кольца мантрами из первой ступени. Есть ли смысл покупать СНГ-29 для защиты от планет? Или достаточно заряженных колец? Достаточно заряженных колец. А еще, отличается ли информация про Савитур в 29-м СНГ от информации на первой ступени? На всех моих СНГ информация отличается от всех первых ступеней, которые я когда-либо давал. Каждая СНГ это кладезь информации, кладезь неповторимой информации. Очень-очень рекомендую. Подскажите, пожалуйста, как можно еще эзотерически избавиться от клопов? Никогда в жизни их не было, а тут появилось. Сделала, как вы говорили. Поймала одного, вдохнула из него энергию, потом отпустила, чтобы он остальных увел. Пока результата нет. Зачем так мучиться с клопами? Купите, есть же специальная смесь, которая помогает убрать клопов. Зачем так страдать? Слушайте, это же убирается при помощи одного баллончика. Утром травите, вечером уже клопов нет. Зачем вам так мучиться? Эзотерика, эти клопы, что с вами? Каким образом можно убрать клопов? Необходимо положить в 5 мест в своей квартире разрезанные на 4 части помидоры. Также как можно больше необходимо разложить помидорных листочков, которые бы лежали в разных местах. Когда одни засыхают, новые необходимо приносить. Но все равно я рекомендую инсектицид. Facebook, по-другому этот код записан. Ом Анжум, Ом Енум, Ом Акин Сваха. Как правильно? И так, как я дал. Анжун, Енум, Акин, а можно и с Ом, а можно и без Ом. Мне коды помогут выйти замуж. Я откуда вас знаю? Читайте. Читала вашу мантру, для зоркости глаз помогала. На радостях посоветовала подруге. Теперь не работает, зрение хуже. Как исправит? Никак не исправит. Можно читать другую. Теперь все, что для глаз бесполезно. Данный код или данная мантра для зоркости ваших глаз, вы ее можете не использовать. Используйте другой код или используйте другую мантру, которую я даю на этом семинаре. Сори. Я все время говорю, не делитесь. Я все время говорю, не нужно ни с кем делиться. Дайте, пожалуйста, мантры или коды от запоров, или подскажите, где их можно найти. Семинар называется «Коды Дуйко». И найти можно прямо на сайте duiko.guru. Для продажи участка, что можно подарить ребенку? Так как нет домика на участке, ничего больше не стоит подарить, потому что нет домика, ритуал провести невозможно. Ходите просто по домику и восхищайтесь всем в этом домике. Помните, я когда-то говорил, почему человек что-либо продает? Он что-либо продает, потому что ему это не нужно. Или он устал от этого. А скажите, кто должен купить? Должен купить тот, кому это нужно. Скажите, их интересы совпадают? То есть тот человек, которому не нужно, он пробует продать тому человеку, которому... Почему человек продает? Потому что ему это не нравится. А почему человек покупает? Потому что ему это нравится. А скажите, их интересы различаются? Конечно. Так что необходимо сделать теперь? Ответьте сами. Для того, чтобы вы продали дом, вам необходимо найти в себе силы, сделать так, чтобы он вам нравился. И найти себе силы, чтобы это нравилось по-настоящему. Прямо ходить и с чувствами, и даже веря в это, проговаривать. Ой, какая красивая крыша, и какие красивые там подлокотники, поколотники, я не знаю, в общем, все в ваших руках. Пробуйте это делать уже с завтрашнего дня.
Приедьте туда, ходите и говорите, и приговаривайте: ой, какая красивая крыша, какая красивая труба, ой, как же мне нравится этот стол, а какой красивый пол, и как я была довольна в этом доме, и как я счастливо жила, и дети у меня родились, и маленькая Настя бегала, и Костя бегал, и там спотыкались, и так вот было хорошо, и всем, и кушали, и вспомните там счастливые минуты жизни и так далее. Найдите в себе силы вновь полюбить это помещение. После этого 100% продадите. Почему? Приедет тот человек, у которого будет желание это приобрести. Это самый органический, самый экологический метод продажи дома. Работает ли он эффективно? Он великолепен. Можно подарить понравившемуся мужчине пару пивных бокалов или кружек, а то как-то пара ложечек может вызвать у него недоразумение. Конечно, пару бокалов пивных тоже отлично. Там есть одна особенность. Эти пару бокалов, они не должны открываться. То есть они так в коробке и должны находиться. Или должны находиться все время вместе. Поэтому лучше что-то в одной коробке. Я же об этом говорил. Я просматриваю, все будет у вас хорошо с этим мужчиной. Можете ничего не дарить. Если при замужестве не брала фамилию мужа, а своя была фамилия деда, он был замечательный при жизни, сын на фамилии мужа, стоит ли мне ее брать? Если у вас фамилия деда, оставляйте ее. Если у вас дед был замечательным и хорошим человеком, оставляйте себе этот род. Скажите, если кот для ребенка все время орет, врет, если обещает что-либо, никогда не выполняет. Любимое слово «а я знаю», вроде ему объясняешь. Вам необходима первая ступень обновленная. Там я рассказываю, как сложить ручки и выпросить хорошую судьбу для своего ребенка. Я очень рекомендую это использовать. Очень интересный такой вопрос сегодня мне задали. Он звучит так. Андрей Андреевич, как жить расслабленно? Ответ я даю такой. Для того, чтобы жить расслабленно, нужно, чтобы вместо тебя кто-то что-то делал. Правильно? Тогда что это обозначает? Это обозначает эксплуатацию. То есть человек, который хочет жить расслабленно, должен знать, что для того, чтобы он жил расслабленно, необходимо кого-то эксплуатировать. А для того, чтобы кого-то эксплуатировать, необходимо для этого иметь еще и желание кого-либо эксплуатировать. Или же второй вариант, для того, чтобы для этого необходимо научиться, потому что это особые знания, как эксплуатировать кого-то так, чтобы этот человек не создал революцию и не начал обижаться, правильно? Или же адвайта, что это обозначает? Ограничивать свои потребности. Многие люди, которые исповедуют Адвайту Веданту, которые находятся в Индии, они ограничивают себя во всем. То есть эти люди, которые принимают Адвайту Веданту, они говорят, что кушать не нужно, зарабатывать не нужно, там, жениться не нужно, интим для человека не важен и так далее. То есть они живут вот в состоянии адвайты, когда нет необходимости и желания что-либо иметь. То есть они занимаются только эзотерическими практиками. И для чего так? Почему они так делают? Они живут расслабленно, потому что они во всем ограничивают свои желания. Когда человеку не нужно, то будет ли он возбужденно что-то желать? Но скорее всего нет. Именно поэтому тот человек, который ограничивает себя во всем, он успокаивается и живет скорее всего расслабленно. А так вообще в случае, если человек не эксплуатирует и себя ни в чем не ограничивает, ему не придется жить расслабленно. Этому человеку придется жить, чего-то достигая, что-то стараясь делать. Сегодня была интересная встреча с одним мужчиной, очень мне понравилось. Этот мужчина меня спрашивает: Андрей Андреевич, я занимаюсь тем, что я в Инстаграме продвигаю других людей, развиваю у них страницы, делаю в большом количестве лайки, там, продаю какие-либо товары. Хотя я могу сказать вам, что мое собственное мнение такое, вот как бы такая история, я не против Facebook и Инстаграма, я могу сказать о своей истории, очередной истории. Точно так же, как все остальные, начитавшись умных книжек, которых очень много популяризируется Инстаграм, где говорится о том, что можно продать любой продукт.
Я пошел таким путем, как богатый человек. Я попробовал сделать на своей странице лендинг. Также я сделал лендинг, который создает воронку. После этого этот лендинг направил так, чтобы люди переходили на мой сайт, в котором стоит метрика, а также в котором стоит программа Bittrex, которая учитывает покупки. При этом я запустил рекламу, которая должна была продавать один из препаратов моей компании. Это был препарат Жирстресс. Я выбрал в таргетированной рекламе женщин там, от 24 лет до 35 лет или до 40 лет, я уже не помню. Почему я это решил сделать? Потому что до этого я создал такую же рекламу и посмотрел, кто больше всего заходил на эту рекламу. После этого я уже по малым запросам не выбирал, а поставил только тех, кто больше всего заходит. При этом я выбрал Киев и Киевскую область для того, чтобы посмотреть. И после этого я запустил рекламу и вложил в эту рекламу. Я поставил, чтобы в течение дня смотрело не меньше, чем 140 тысяч человек. И поставил в рекламе, что я хочу на протяжении одного дня потратить $1000 в эту рекламу. При этом я $1000 так и не потратил, но переходов было очень много на покупающую страницу, на сам лендинг. И очень много людей зашло на сам сайт. При этом я потратил где-то за 2 дня, приблизительно $600 или $700. Приблизительно, наверное, там от 10 тысяч человек зашло в это время на сайт. И после этого отчитавшийся Instagram и отчитавшийся Facebook показал мне следующую статистику. Женщин столько-то, столько-то, из каких городов? Все из Киева и Киевской области. После этого я решил проверить. Покупок у меня не было. Было буквально 2 или 3 покупки. После чего я решил все-таки, что не соответствовало с действительностью. Я решил переделать лендинг. Переделал лендинг, сделал то же самое. Особо покупок не было. После этого я начал думать. Это у меня было, чтобы вы понимали, в прошлом году, посредине этого года и в этом году. И после этого я начал исследования проводить. Потому что я человек дотошный. Мои исследования заключались в том, чтобы определить, пускает ли мне Facebook и Instagram тот трафик, который мне требуется. И после этого я определил на своем сайте, там есть такая кнопочка, которая называется «Исследование трафика». Я посмотрел, кто те люди, которые по этому лендингу зашли на мой сайт. И вы представляете, 85% это были люди, которые пришли из сайта китайского Taobao. Но я же в таргетированной рекламе написал Киев и Киевская область. Где они взялись 80% из Taobao? Скажите мне. После этого я начал брать знакомых людей, которые якобы профессионально пробовали продавать. Я обратился к директору очень знаменитой компании, такой, которая занимается продажей автомобилей на территории Украины. Очень знаменитая компания. Его зовут Алексей. Спрашивал у него: Алексей, вы продаете или используете продвижение ваших автомобилей, вкладываете ли вы в рекламу деньги, делаете ли это через Facebook и Instagram? Он говорит: нет. Я говорю: почему? Потому что то, что мы выбираем в виде таргетированной рекламы, не соответствует тому, что нам выдает в дальнейшем данная компания. И мы принципиально этим не пользуемся. После этого я же прочитал книжку, я решил узнать, кто же этот человек, который написал книжку, а там о нем очень много написано, очень высокие ранги. То есть написано, что он поднял или там продавал очень много для одной компании, продавал для другой. И одна, и другая, и третья компания очень много продавала, и так далее, и так далее. И там очень много разговоров об этом было им сказано. Также было придумано у него целый ряд там идей, каким образом продавать в Инстаграме, и там проводить что-то, и откуда берется трафик, холодный, горячий, таргетированный и так далее. После этого там он написал, что и в одной компании он работал, в другой компании работал. Я решил узнать, работал ли действительно этот человек на территории России. Позвонил очень хорошему человеку, который находится в России, который работает в службе безопасности, и попросил его узнать, есть ли такой человек, сколько у него есть сбережений там, и так далее. После этого выяснилось, что тот человек, который написал данную книгу, находится на территории Беларуси. В Российской Федерации он никогда не жил и никогда не работал в тех компаниях, которые он указывает. А некоторые из этих компаний, их даже не существует. И вот что ко мне пришло. Я думаю, что
в большинстве своем, вы представляете, в большинстве своем сама эта система, она устроена так. Инстаграму и Фейсбуку, скорее всего, необходимы люди, которые будут заказывать такую рекламу. И они для этого собирают журналистов, нанимают людей, которые пишут красивые тексты, создают книги, распространяют их бесплатно. Это все подхватывают ютуберы, подхватывает еще кто-то. И они пробуют на этом фоне создать образ вот такой, в котором очень много всего продается. То есть они пробуют создать образ, где очень много товара продается. Я могу вам сказать, я продаю товар. То есть я через YouTube, через Facebook, вернее, и через Instagram пробовал продавать товар, но это были незначительные продажи. Это были незначительные. И вы знаете, узнавая у остальных своих знакомых, которые пробовали пройти курсы, пробовали продавать, пробовали вкладывать большие деньги. Вот сегодня Юра здесь находится, приходил ко мне, сказал, что на протяжении месяца потратил около $400 на продвижение своего товара со своим лендингом, который проверен, и пробовал его продавать через Инстаграм и через Фейсбук, и у него не получилось ничего. Было буквально 5-6 звонков, но они у меня были тоже. 4 звонка было, и после этого все остальное приехало ко мне из Тяобао. И после этого я, конечно же, начал смотреть немножечко другими глазами на саму эту систему. Сейчас, конечно, когда я вижу людей, которые пробуют это делать, я пытаюсь у них после этого спросить, к радости или к сожалению этих людей немного. Но я могу сказать вам, что эффективность этого, как правило, преувеличена. Холодные какие-то холодные привлечения клиентов, холодные, наверное, возможности кого-то найти в Facebook или еще где-то, они имеют больше шансов, чем горячие, а также продвижение через Instagram маркетинг или через Facebook маркетинг. Могу сказать, что, видимо, для наших стран он не работает так идеально, как он должен работать за границей. Хотя, общаясь со своей знакомой, которая находится в Нью-Йорке, обращаясь к ней по поводу того, много ли продавали они продукции, используя систему Instagram и используя Facebook, они сказали, что мы и наши знакомые как бизнесмены игнорируем эту систему и стараемся через нее совершенно не продавать. Потому что данная система, к сожалению, не очень хорошо продает. Ладно, не знаю, зачем я вам сказал. Андрей Андреевич, есть ли эзотерическая причина того, что годовалого ребенка плохо зарастает родничок? Можно ли эзотерически что-то сделать? Эзотерически сделать можно, но не нужно. Дело в том, что перед вами сидит человек, у которого до 6 лет не зарастал родничок. Вот я тот человек, который шел в школу в 6 лет, и у меня были проблемы как раз с родничком. И врачи на то время ставили самые ужасные диагнозы. Я до 3 лет или до 2 лет не ходил, мне говорили, что я никогда не буду ходить, был толстым. После чего говорили, что родничок у меня не зарастает, это говорит о том, что я даун. Но я могу сказать вам, что в возрасте 3 лет я уже свободно читал, а также уже читал осознанно некоторые книги, которые были в библиотеке моих родителей. Могу сказать, что всю свою жизнь я отличаюсь великолепной концентрацией и памятью. Помню тексты какие-то, могу цитировать что-то. Это говорит о том, что, в общем-то, родничок не особо повлиял на мою дальнейшую жизнь. Хотя диагнозы были самые невероятные. Поэтому не стоит бояться. Завтра ровно месяц, как каждый день занимаюсь по 4 ступени, 29 и 30 Сангая. Цель обеспечивать себя и дочь самостоятельно. Вчера в интернете выиграла $100 в интернет. Скажите, когда у меня получится зарабатывать самой в моей деятельности? Вот я все-таки вернусь к теме Инстаграма. Пишет мне человек, он мне пишет: Андрей Андреевич, я занимаюсь тем, что я предлагаю свою услугу. Она касается того, что я продаю или запускаю систему продаж, при помощи которой у человека увеличивается количество подписчиков, у него получается продавать после этого и так далее и тому подобное. После этого я ему говорю: и что, у вас мало клиентов? Он говорит: да, у меня мало клиентов. Ну, я говорю: послушай, мой друг, если ты являешься человеком, который умело продает, и ты являешься сам же товаром, то тогда почему ты не можешь сделать так, чтобы у тебя было много клиентов, если ты это предлагаешь мне? То есть ты мне говоришь: давай я для тебя сделаю много клиентов в Инстаграме, при этом ты не можешь продать свою услугу в Инстаграме. Так наоборот, сделаю услугу. Он мне говорит: я ничего не делаю.
Я сижу просто дома, читаю мантры. Так ты делай, потому что сделай, и после того, когда оно будет идеально, начинай читать мантры. А так люди иногда занимают позицию: мы делать ничего не будем, мы будем читать мантру. Можно ли так работать? И я скажу, что можно. Вы представляете, и так можно. Почему? Но для этого необходимо время. Для того, чтобы... Вот вы написали там: я занимаюсь 2 месяца. А вам для того, чтобы жизнь изменилась на 100%, нужен год изо дня в день. Это тоже работа. А человек говорит: а на что же я буду жить? Я не знаю. На Бога надейся, сам не плашай, говорят. Человек говорит: я же хочу, вот 2 месяца почитала, там денег нет у меня, так что же делать, у меня бизнес не получается. Год читайте. А также для бизнеса очень много всего делайте. Помните, я сегодня говорил, чем нужно заряжать бизнес? Его необходимо заряжать чувствами. У вас есть психическая энергия? Где вы ее взяли? Меня зовут Урина, я ученица школы Кайлас. Заканчиваю 2-ю бесплатную, активно делаю практику коды, приобрела несколько СНГ. У меня стали происходить странные явления, конкретно трескается посуда, не бьется, идут трещины в чашках, тарелка, есть ли тому объяснение. Если трескается посуда, очень вокруг все стареет, это говорит о том, что у кого-то в вашей квартире очень много воспоминаний. Когда человек постоянно что-то вспоминает, когда он живет в прошлом, то вокруг него он попадает в некую спираль кала-чакры или чакры времени, и вокруг него все состаривается. В тот момент, когда человек постоянно вспоминает о прошлом, живет в прошлом, все мысли его о прошлом, все вокруг него начинает умирать. Умирают растения. Обычно человек приходит, и рядом с ним там может растение погибнуть. Почему растение гибнет? Растение чувствует, что человек находится в прошлом. Так растение, оно очень чувствительно к тому, что рядом с ним находится прошлое время. Так это все умирает. Также духи прошлого, если они где-то начинают находиться, они тоже приводят к тому, что все вокруг разбивается, разрушается, состаривается, становится ветхим. И так далее. Я вам могу сказать, что, скорее всего, вам необходимо почистить дом. Его необходимо запечатать. После этого сделать так, чтобы не было негативной энергии в этой квартире или в доме, где вы живете. И после этого начитать мантру, там можно какую-нибудь, там, Мкт Викатероса Грасамани Соха, или мантру, которая может очистить, поставить защиту с произнесением слова Махум Хахохри, как я объясняю, с ваджрой, или почистить дом с палочками, с произнесением мантры Ом Абихны Татрита Хумпхет и Ом Свапашута Сарва Тарма Свапашута Хан. И после этого, или просто запечатать, как я объяснял, указательным пальцем с возжиганием и высвечиванием. И после этого у вас энергетическое пространство освободится, оно будет чистым. В чистом пространстве будет зависеть все от вас. А вы постарайтесь в этом пространстве не вспоминать о прошлом. Таким образом, ничего у вас разрушаться не будет. Меня зовут Ирина, заканчиваю 2-ю бесплатную, активно делаю практики. Ответил. Можно ли помочь эзотерической девочке 6 лет, 8 лет, раннее половое развитие? Если у ребенка начинается раннее половое развитие, то это первые признаки того, что ребенок инфицирован гельминтозами. Я могу сказать вам, что если ребенку в этот момент начать давать противогельминтные препараты, то ребенок очень успокаивается. Откуда я знаю? Проверено. Я это проверял, и я могу утверждать. Проверено даже специфическим и неспецифическим методом на группе детей, и не на группе, и на своих детях. Я могу сказать вам, что в случае, если у ребенка раннее половое созревание, то достаточно произвести антигельминтную программу, какую я рекомендую. Самый простой препарат, самый эффективный, это препарат, который не воздействует на организм и не отравляет организм человека, а воздействует на аминотрансферазу и выделение неважно, ферментов печени, гельминта. Это препарат, который называется альбендазол. По одной таблетке 1 раз в день ребенок разжевывает, 3 дня употребляет, и после этого на следующую неделю ваш ребенок будет совершенно другим. Вы будете в восторге от того, что я говорю. Помогите, пожалуйста, что мне делать? Работодатель не хочет мне выплатить причиняющиеся мне деньги очень большие. Самое ужасное, что он уверен в своей безнаказанности. Возьмите черный шарик. Желательно, чтобы этот черный шарик был обсидиантом. Но в случае, если нет обсидианта, можно и агат.
Возьмите его в правую руку, смотрите в него и представьте, будто в этом обсидианте или агате в середине него находится ваш директор, который вам не выплачивает деньги в полный рост. И произнесите: будешь сидеть в этом шарике до того момента, пока не отдашь мне деньги. Отдайте, после этого возьмите этот шарик, оденьте на него ниточку или проденьте его в ниточку и носите такой шарик на себе. Обещаю, что очень быстро рассчитается. Также очень рекомендую использовать янтарный шарик. Если вы его будете носить и устраиваться на работу, то такой шарик навсегда уберет у вас возможность, чтобы у вас обманывал кто-то. И никогда вас обманывать не будут. Хочу попасть на морской курс, но пока со всех сторон вылазят преграды разного плана. Полезно ли мне участие МК 2019 или продолжать пока досконально проходить все ступени? Проходите досконально все ступени, не торопитесь на МК. С интересом слушала информацию, пока не приобрела первую обновленную ступень. Интерес угас. Чем это можно объяснить? Это, скорее всего, связано с тем, что у вас очень много своих уже выстроенных концепций или концептуалов. Если вам не нравится обновленная первая ступень, посмотрите старую первую ступень. Хочу приобрести первую ступень. Для этого нужно покупать палочки и ваджу? Нет, ничего не нужно. После тяжелого разрыва с молодым человеком из-за его измены, родственники с обеих сторон были уже настроены на свадьбу. Дочь разорвалась, разочаровавшись в мужчинах, решила податься в однополую любовь. Что я могу сделать, чтобы остановить это разрушение? Да, такое бывает. Очень часто девочки могут поддаться этому влечению. Не стоит переживать. Как правило, в случае, если у женщины нет предпосылок к тому, чтобы жить с женщиной, то она рано или поздно расходится. Необходимо подождать. Сколько? Ровно 1 год. Если на протяжении 1 года не разойдется с девочкой, с которой живет, обратитесь ко мне тихонечко, и мы с вами справимся с данной проблемой. Я ее при всех озвучивать не могу. Первая обновленная ступень. Не получится ли выйти замуж за любимого мужчину? Получится. Вся молодежь хотят, а у меня уже за 45 лет найти работу. Найдете. Не уже 45 лет, а пока еще 45 лет. Что с вами? Человек стареет в тот момент, когда он думает о своем возрасте, а также воспринимает свой возраст как возраст, кичится этим возрастом. Мне вообще все равно, сколько мне лет. Я никогда не задумываюсь о том, сколько мне лет, когда я родился, как я выгляжу. Я считаю, что таким образом я смогу дольше выглядеть хорошо и быть молодым. Подскажите, к чему это? Прилетела ворона или сорока и урчала громко на крыше. Если ворона прилетела и урчала, то придет к вам какой-то доход. Причем такой существенный. Если ворона была белая, от женщины, если черная, от мужчины. Можно ли читать коды на замужество, которые вы дали по вечерам? Можно. Деньги зарабатываю своим трудом. Очень вам благодарна. А наша школа просто сильно помогает. Ну и наконец-то, ура. Когда захлестывает состояние радости и просто хочется кричать на весь мир, как правильно на это реагировать. Вы говорили уже об этом, я забыла. Только помню, что нехорошо бурно реагировать. Если человеку хочется бурно реагировать, это говорит о том, что он перешел в маниакальную фазу. В случае, если у человека есть маниакальная фаза, это одна из разновидностей маниакально-депрессивного психоза. Делать этого ни в коем случае нельзя. Это так же плохо, как угрюмничать или ощущать панические атаки и депрессии. Это тоже, к сожалению, истощает центральную нервную деятельность. Человек должен быть адвайтичным, то есть воспринимать все радостно, но радость она должна формироваться не так, чтобы проявляться вокруг себя, а радость она должна проявляться в виде внутренних таких тонких чувств, нежности какой-то, внутренней радости. Где находятся источники наших разочарований, источники наших проблем? Данный источник – это наша душа. Оказывается, даже не наша душа, а наш внутренний дух. Наша душа и внутренний дух, они находятся в середине нашего тела. Это то, с чем мы родились, или то, где мы помним себя еще очень маленькими. Это тот элемент или тот маленький ребенок, на которого еще не воздействовало состояние родителей, состояние или воспитание социумом. Это было то вот совершенно маленькое существо, которое было совершенно маленьким.
И на протяжении жизни своей скажите, как необходимо относиться к духу или как необходимо относиться к своей душе. К ней необходимо относиться как к ребенку. А скажите, ребенку иногда нужно наказание? Нужно. А ребенку нужно воспитание? Нужно. А ребенка нужно иногда чем-то баловать? Нужно. А ребенку необходимо что-то давать, да? А чем больше мы обижаем ребенка, тем хуже, да? А чем обижается ребенок? Ну, на то, что его кто-то обижает. Итак, дух обижается и развращается от того, что человек пьет алкоголь, а также что-либо обещает, а также лжет. От этого дух становится больным. От этого происходят и болезни, и несчастья в жизни. Я считаю, что дух можно дисциплинировать. Каким образом он дисциплинируется? В случае, если человек занимается медитациями с открытыми глазами, а также воспитывает свое тело, воспитывает свои чувства, воспитывает свое внутреннее состояние, также дисциплинирует себя мантрами или дисциплинирует себя утренними практиками. Таким образом происходит дисциплинирование внутреннего духа. Дисциплинированный дух – это великолепная, жизнь, в которой появляется счастье, радость, и дух подчиняется вашему сознанию. Практикую Сангая 11, хотела бы приобрести 25, где с вашей помощью открыла дар ясновидения. У меня большое желание выиграть лотерею. Можно ли с помощью ясновидения предугадать цифры, числа и выигрыш? Получится ли у меня? Читаю мантру Кай Изеля. На протяжении 8 лет жизни нашей школы, или 9 лет, сколько там в нашей школе, я уже не знаю, у меня уже есть целая группа людей, это около, наверное, 200 или 300 людей, которые поставили для себя как жизненную задачу выиграть лотерею. И я хочу вам сказать, в лотерее существует такое понятие: выиграть может только тот, кто эту лотерею создал. Но можно ли выигрывать? Можно. Если вы будете читать Кай Изеля, то вы должны поехать куда-нибудь, где есть рулетка или где есть кубики, и вот там попробовать поиграть. Вот там можно выиграть, а лотерею нет. Скорее всего, лотерею не выиграете. Можно ли в одной эзотерической практике читать по несколько кодов манты заклинаний подряд, посвященных одной теме, например, деньгам? Не будут ли они нейтрализовать друг друга? Нет, так и необходимо делать. В чем разница между заряженной купюрой в размере $2 и 100? Я считаю, что $2 работают лучше, а 100 хуже. Какую лучше использовать? Там, где 2. Потому что 2 это 1 плюс 1 в виде плюсика. Очень тяжело получается зарабатывать. Начал новое дело по франшизе. Знаю, что скоро все будет хорошо, но все же своим делом занимаюсь. Спасибо. А что вам нужно сказать, Сергей? Сказать, что вы занимаетесь не своим делом и вы закроетесь или что? И невозможное возможно, если верить в чудеса. Верьте в то, что будет хорошо, старайтесь, много этому сил отдавайте. Также не стоит себя обманывать. Найдите в себе внутреннее состояние такое. Скажите, чего вы боитесь в этом бизнесе? Вот чего вы боитесь, это и будут выходы на новый уровень в вашем бизнесе. Не знаю, поняли вы меня или нет. Тяжело получается, ответил. А если птичка постучится, то тогда девушка забеременеет. Далее. Хочу дать совет. Люди должны знать это, наверное. Если вы выйдете на улицу и на вас большое количество людей начнет обращать внимание, знайте, если на вас обращают внимание люди, то на вас обращает внимание Бог или высшие силы. Именно поэтому я очень часто говорю, если вы хотите сделать так, чтобы вам везло, чтобы у вас было счастье, старайтесь быть красивыми. Старайтесь быть красивыми, старайтесь быть опрятными, старайтесь одеваться в красивую одежду, старайтесь носить украшения, старайтесь быть теми, кем восхищаются. Я могу вам сказать, людьми, которыми восхищаются, у них больше шансов и больше возможностей быть счастливыми людьми в дальнейшем. Я говорю это серьезно. Я делал или проводил, нужно правильно говорить, некоторые исследования, которые именно с этим связаны. Я могу сказать, что
в моих словах сказаны слова «ходить по улице». Вы слышали? Я же не сказал фотографироваться и выкладывать в Инстаграм. В случае, если вы выкладываете в Инстаграм, то восхищаются вашим прошлым, потому что фотографии сделаны ранее, и они не действуют в настоящем моменте. А в случае, если вы будете в очень красивой одежде, с красивым мужчиной или женщиной, гулять вместе под ручку, то люди, которые будут это видеть, будут обращать на вас внимание. Вот это время, когда нужно сказать себе: а я скоро выиграю в лотерею. И тогда вы в нее выиграете. Вот так это делается. Вы представляете? И чем больше восхищений ваш адрес вы получите, тем быстрее это все исполнится. Вот она, настоящая эзотерика. Вот так это все выглядит. Поэтому будьте красивыми. Конечно, приезжает ко мне женщина. Когда-то, я помню, приехала ко мне женщина. По-моему, Люся ее зовут. Большие щеки, большая губа нижняя. Там 60 лет. У нее уже взрослая дочка 45 лет. 42 года там, или 40 лет. Ну, уже, наверное, старше. И говорит мне, вот стоит она, больная сахарным диабетом, с формирующимися атрофическими язвами. И она говорит: Андрей Андреевич, мне Музарбак Каримович Нарбеков, правильно, наверное, или неправильно сказал имя, предсказал мне, что я выйду замуж за миллионера. И я смотрю на нее и понимаю, вот плохо пахнет изо рта, очень неопрятно одета, большой живот. Очень некрасивая одежда, очень некрасивые ногти, очень некрасиво ухожена за собой, очень плохие волосы. Я говорю: Люда, а что вы для этого делаете? Ну вот я и пришла, пытаюсь вот заниматься эзотерически, буду привлекать к себе. У меня сразу же такая идея, может быть, она действительно будет тем ужасом, который возникнет у этого миллионера. Может, это карма миллионера, слушайте. То есть мальчик всю жизнь старался зарабатывать, достиг большого успеха, в его жизни все хорошо, он забыл жениться, допустим, в 50 лет, и он до сих пор молодой, холостой, с большим количеством денег. И тут появляется Люся, у которой плохо пахнет изо рта, она имеет долги за свою квартиру, у нее взрослая дочь, которая сидит у нее на шее, внуки. У нее очень плохие зубы, она уже плохо видит почему-то, потому что у нее диабет формируется. Она за собой не смотрит, она вообще ничем не занимается. Будучи человеком, который иногда там переводит тексты, зарабатывает небольшое количество денег, ну и, в общем-то, живет не позитивно и, в общем-то, не очень красиво, потому что за собой не ухаживает. То есть я не знаю, что должно стрельнуть в голову этому человеку. Я не знаю. Вот я не знаю, как мужчина, не знаю. Женщина ко мне подходит когда-то и говорит: Андрей Андреевич, я хочу вам сказать, как бы спросить, скажите, как только я одеваю некрасивую одежду, так очень большое количество мужчин на улице, во всех местах начинают ко мне приставать. Они хотят со мной познакомиться. Как только я одеваю красивую одежду, все, ко мне мужчины не подходят. Она говорит: что же это такое? В чем дело? Чем хуже я выгляжу, тем больше мужчин ко мне подходит. И чем лучше я выгляжу, тем меньше мужчин ко мне подходит. Андрей Андреевич, в чем дело? Я мужчина, и я понимаю, о чем она говорит. Почему? Все банально просто. Это говорит о том, что женщины не понимают мужчин. А почему не понимают? Вот смотрите, я мужчина, у которого небольшой достаток. И передо мной идет женщина, которая помята, которая не ухожена, у которой ногти не очень красивые. Скажите, я подойду к ней или нет? Конечно, я подойду к ней, потому что она соответствует моим доходам. А если передо мной женщина, на которой красивая одежда, красивые украшения, которая очень ухоженная, скажите, я буду к ней подходить, если у меня маленький доход? Нет, потому что каждый мужчина понимает, что за это придется платить. Естественно, у каждого мужчины будет просто боязнь. Именно поэтому, если женщина хочет выйти замуж или жить с богатым мужчиной, она должна выглядеть очень хорошо, чтобы найти все-таки того, кто к ней подойдет. А в случае, если одеваться как попало, носить спортивную одежду, грязные кроссовки, то найдете любовь, конечно же, 100% быстро. Причем, чем хуже будете выглядеть, тем крепче будет любовь. Ну, правда, может быть, материальный достаток, придется совместно потом зарабатывать. Очень бы хотела к вам приехать с ребенком на МК. Я ученица второй ступени. Подскажите, какие условия, можем ли попасть к вам?
Не знаю, о чем вы спрашиваете. Какие условия? У нас есть лендинг, он находится на сайте duiko.guru, называется «Посетить морской курс» или «Участвовать в морском курсе». Переходите, связывайтесь со службой поддержки, ориентируйтесь. Ну, я ни при чем, друзья мои. На меня все время смотрят, и как-то незаметно, огромного счастья или все впереди. А, еще это зависит от того, испытываете ли вы счастье в этот момент. В том случае, если на вас смотрят, у вас хорошее настроение, то это будет вам приносить радость в жизни. В случае, если на вас смотрят, и у вас плохое настроение, это будет приносить вам несчастье. Поэтому перед тем, как гулять, настройтесь, чтобы у вас было хорошее внутреннее состояние, хорошее внутреннее настроение. Я ухоженная, стройная женщина, но когда иду по улице, часть совпадает, что проходящие мужчины плюются на землю при мне. Уже много лет это наблюдаю. К чему это? Скорее всего, вы находитесь в каком-то мире таком, где живут люди, у которых есть традиции плеваться. Такое есть в Египте, есть в Узбекистане, в Казахстане плюются мужчины. Это, возможно, связано, что вы живете в каком-то районе таком, где эта традиция существует. Бывает, на свай мужчины кушают, знаете, и там им нужно сплевывать слюну, которая образовывается. Также у многих мужчин во время того, когда они выпивают или там курят наркотики или принимают наркотики, происходит энцефалопатия печени, что в свою очередь приводит к энцефалопатии коры головного мозга, что вызывает слюноотделение. Бывает, все нормально. Бывает. Также я хочу вам сказать, что понятие женщин красиво отличается от понятия мужчин красиво. Вы должны знать, если мужчине до 30 лет могут нравиться женщины без одежды и может это удовлетворять и возбуждать, то мужчины после 40 лет смотрят уже на одежду. И она должна быть опрятная, красивая. Она не должна быть натянута до груди, как сейчас девочки носят, там шорты, дотягивая их там до горла. Она должна быть, не нужно, чтобы одежда была такая, чтобы видно было там выпадывающая грудь. Или там голые ноги. Я что-то не могу понять. Женщина ориентируется на кого? На то, чтобы с кем-то переспать или с кем-то прожить. Вот если с кем-то прожить, то пусть одежда будет опрятная, чистая, красивая, дополняющая ее красоту. Пусть волосы будут аккуратно зачесаны, обязательно, чтобы было видно весь лоб. И после этого обязательно заколка какая-нибудь, обязательно украшение какое-нибудь. Пусть мужчина видит, что он видит настоящий бриллиант в оправе. А после этого скажите, бриллиант в оправе блестит? Блестит. А бриллиант без оправы в черной тряпке какой-нибудь блестит или нет? Нет. Так и женщины, которые оголяют себя. Я, кстати, все время вот думаю, почему никто не запускает программу такую, или почему никто не говорит женщинам о том, что голые женщины, которые ходят по улице, оскорбляют мужчин, у которых есть семьи. Вот я тот мужчина, который не хочет смотреть на голых женщин на улице. Почему эти женщины, я всегда думал, что женщина это принципиально как бы мораль, принципиально желающая там создать семью. Почему женщины, молодые девушки, ладно, им хочется интимных отношений, им еще хочется очень быстро там родить ребенка, гормоны. Но взрослые женщины, почему они себе позволяют это делать? Я смотрю на учеников школы, там, в Facebook, и захожу на страницу человека, женщина пишет, вот мои новые фотографии, она поворачивается своей попой к фотографу и поворачивает свою голову. Я не могу понять, зачем там попа? Ты фотографируешься возле памятника, тебя нужно смотреть или попу? Что это за поза, когда женщина поворачивается лицом к памятнику, попой к человеку, при этом поворачивает голову и начинает улыбаться? Зачем? Мне как мужчине кто-то может это объяснить? Почему женщины, которые переходят улицу голые, не думают о том, что я человек, у которого есть семья, и который хочет, чтобы была у меня семья, и чтобы моя жена была всегда счастливая рядом со мной, разрушает мою психику? Почему необходимо так плохо относиться к взрослым состоявшимся мужчинам, которым это не нужно? То есть я понимаю, что когда это нужно, но пусть те, кто нужно, объединяются там, где нужно. И ходят в такой одежде, там, в ночные клубы. Зачем по улице ходить в той одежде, когда там все выпадает и все видно? Зачем это нужно такому мужчине, как я? Не понимаю. Взрослая женщина говорит,
Андрей Андреевич, я не могу выйти замуж. После этого я перехожу на ее страницу, смотрю на ее одежду. Черный балахон, который не поглажен, ногти грязные, волосы как попало лежат. Расчесана в матрешку. Знаете, как матрешки расчесываются. Вот точно так же. Перед тобой сидит матрешка с больными зубами, с избыточным весом, с вытаращенными глазами, презирающая весь мир, обижающаяся на то, что когда-то ее кто-то оставил, но желающая срочно выйти замуж в грязной одежде. Скажите, какой должен быть мужчина? Вот я ее ставлю рядом с каким-то мужчиной. Кто он должен быть? Озабочен чем? Интимными отношениями? Ну, я не могу сказать, что визуально эта женщина может заставить кого-то ее там очень сильно желать. Больные зубы могут заставить желать, но я сомневаюсь. Большие щеки, ну, тоже, знаете, как-то под знаком вопроса. Прическа в виде а-ля кутюр матрешка. Ну, тоже, знаете, как-то это все печально. После этого такая женщина меня спрашивает: Андрей Андреевич, что мне сделать, что я должна сделать? Как мне настроиться? И, там, может, я к Душак пойду, пусть Душак там помогичит, или там Ирина Дядек помогичит, или кто-то там из великих магов вселенских. Или там это Ирина там какая-то, не помню ее фамилию. И после этого пусть они там с нами поработают. Но так, может быть, надо посмотреть в зеркало, как-то сосредоточиться и взять себя в руки, покупать себе дорогую одежду, обратить внимание на свои зубы, сделать красивый фейс, сделать так, чтобы лицо было привлекательным, глаза там нарастить, ресницы, начать заниматься собой, там покрутить обруч, халатуп, там, я не знаю, там не кушать по вечерам. Когда-то женщина мне сказала: Андрей Андреевич, а вот что-то не получается с вашей этой системой. Получается, если страдание убирает то, от чего ты страдаешь, то почему я страдаю от своих больших бедер и живота, и они у меня не уходят? А я ей тогда задал такой вопрос: скажите, если вы страдаете от того, что вы видите, почему эти страдания не заставляют вас есть на пол-ведра меньше? Ведь по идее, если вы страдаете, то тогда это должно заставить вас или стимулировать вас есть меньше, правильно? Вот если бы я страдал от того, что я поправляюсь, я бы ел меньше. А так мне это нравится. Что нравится? И живот нравится, и то, что я ем в 2 ведра больше, чем мне нужно. Тогда скажите, человек обманывает себя, когда он говорит, что я полный и от этого страдаю? Не надо себя обманывать. Очень многие люди полные и от этого не страдают. У них нет страданий. То есть каждый раз, когда они садятся за стол, они не страдают. То есть они кушают, им это нравится, они ни о чем в этот момент не думают. Если хотите, вы можете делать так. Когда вы вечером захотите покушать, раздевайтесь, становитесь в нижнем белье перед зеркалом и поставьте стол, чтобы видно было себя, и начинайте есть. И после этого вы увидите, как страдания вызывают нежелание кушать. И вы увидите, о чем я говорю. А так это временные страдания. Зашла в ванну, посмотрела на себя 1 минуту, пострадала и через минуту забыла. Да, все в порядке. Дочери 15 лет. Хочу начать давать ей просматривать ваши курсы для взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Какие семинары вы посоветуете? Быстрое замужество, да. Очарование партнера, да. Магия любви, да. Это все великолепные семинары. Можете давать ребенку, они все экологические. Пожалуйста, как избавиться от тоски в сердце? Стараюсь себя чем-то занимать, развлекаться, но не получается, все время тоскую. Помогите, пожалуйста, спасибо. Человек должен постоянно чем-то заниматься. В случае, если у вас тоска, и она не отпускает. Прямо на моей странице Facebook, в группе, которую я веду, которая называется Дуйко Кайлас ЕРТЕ, совершенно недавно я выложил специальную мантру, которую необходимо писать на белой бумаге и после этого сжигать. Вот если написать на протяжении 1 месяца каждый день 30 дней подряд, то через месяц никакой тоски не будет. Зайдите и найдите. Это эзотерически можно убрать. Почему я сейчас не могу продиктовать? Большая мантра. А мне всего лишь 46. Вот. И ко мне пришло большое светлое чувство, но я боюсь снова обжечься. Вы премудрый пескарь. Когда премудрый пескарь сидел, вспомните эту сказку или эту быль. Когда премудрый пескарь сидел, он сидел все время в середине норки. И при этом он
выскакивал на секунду, что-нибудь хватал и прятался. Он жизни не видел. Вы должны знать, для того, чтобы жизнь у человека билась ключом, этот человек должен убрать слова «я боюсь». Я боюсь, что обманут. Волков боятся в лес не ходить, но грибов-то хочется. Но волки же не нападают на человека постоянно. Что это за дуристика? Почему люди думают, что с ними обязательно что-то должно произойти? Что если был один подлец, то все вокруг обязательно подлецы. Если был один мошенник, то все обязательно мошенники. Если был один неудачник, то все обязательно неудачники. Ну что с вами? Мир состоит из миллиарда людей. Все люди разные. Хватит уже иметь вот такие концептуалы. Где вы их взяли? Откуда вы их берете? Если вокруг вас жили одни алкоголики, это говорит о том, что вы жили в общежитии для алкоголиков. И там жили одни алкоголики. Это не значит, что все вокруг этого общежития алкоголики. Вот перед вами сидит человек не пьющий, не гулящий, зарабатывающий, не идиот. И это же должно заставить вас знать, что и мужчины бывают другими. Ну пусть у вас это появится в вашей жизни. Там, меня не возьмут с ребенком. Я взял свою жену с ребенком. Не будет жить с ребенком. Почему? Я живу, все хорошо. Обожаю этого ребенка больше, чем своих детей. У меня вообще нету свои чужие. Я обожаю и жену, и тещу, и детей тещи, и сестер, и их детей, и маму, и там кого только я не люблю, знаете. И когда нужно, и помогаю, и обращаю внимание. Бывают же такие. Значит, пусть у вас будут все такие. Убирайте свои программы. Что за чепуха? Скажите, буду я жить в доме, в котором живу сейчас, или нет? Скорее всего, не будете. А вот вся ухоженная с головы до ног. А мужчины не смотрят только, и все. В чем причина? Эх, нету вашей страницы. Я бы сказал, в чем причина. Просто мода женская очень часто не совпадает с тем, что хотят видеть мужчины. Мода женская очень часто не совпадает с тем, что хотят видеть мужчины. Иногда женщины так одеваются, что лучше бы они в шубе ходили, знаете. А разве не лучше делать практики постоянно и долго, или это ошибка? Постоянная тяжесть в груди, словно камень, плечи сгибаются. Пройдут ли практики с тем, чтобы жечь огнем? Что сделать, если код для терпения, растяжки, пластики, спагата? Боже, какой бардак в вашей голове? Ну что это такое? Ну что это за вот каламбур какой-то? Вам необходимо заниматься концентрацией. Какие практики? Рисуйте черную точку на белой бумаге. Ставьте эту черную точку на белой бумаге от себя на расстоянии вытянутой руки. И смотрите неподвижно на эту точку. Начинайте с 1 минуты. Говорите себе все время мысленно: я смотрю на точку, я смотрю на точку. Вот если глаза, из них потекла слеза, вытерли 1 раз, потекла 2 раз, вытерли 2 раз, потекла 3 раз, вытерли 3 раз, можете практику заканчивать. Будете сосредоточены, в вашей жизни все изменится, когда в голове эта каша исчезнет. Очень хочу к вам на морской курс. Скажите, смогу ли приехать, Данке? Нет, скорее всего, не приедете. Ну что, я надеюсь, наш совместный вебинар состоялся. Хочу еще раз повторить те концепции. Можно ли считать обучение в вашей школе как жизнь чистого листа? У всех так. Давайте сегодня напишем быстренько, кому помогла школа Кайлас и в чем она помогла. Также, не стесняясь, вы можете написать: школа Кайлас является деструктивным направлением, я считаю, что она не должна существовать, она навредила мне следующим образом. Пусть все будет открыто. Я за то, чтобы была абсолютно честная информация. Итак, сегодня я начал со здоровья. Что делать, чтобы быть здоровым? Отвечаю: нужно общаться с здоровыми, а есть то, что чистое и здоровое.
Также я говорил о концепции здорово. Здорово — это когда все в жизни получается. Именно не здорово приводит человека к тому, что он начинает стареть. Именно поэтому человек должен обращать внимание на две вещи для того, чтобы не стареть и не болеть. Это разочарование, он должен устранять по возможности свои разочарования тем, чтобы не очаровываться и не доверять кому-то. И второе, человек должен не вспоминать прошлое, потому что прошлое — это то, что умерло. Тем самым, когда человек ныряет или думает о прошлом, он фактически общается с миром мертвых или находится в среде, которая мертвая. Значит, он стремится к тому, чтобы река жизни забрала его в царство мертвых. Тем самым он очень быстро стареет. Как найти свою половину? Для этого необходимо произносить код Анжун, Янум и Акин. Таким образом, либо первое, либо второе, либо третье, либо все три вместе. Можно это выполнять в виде кодов, которые можно практиковать друг за другом. Вот так. И так многократно. Как прожить жизнь счастливо? Для этого необходимо сделать выбор. Прожить в радости или прожить в печали. Печаль порождает страдания, радость порождает счастье. Что самое главное в автомобиле? Самое главное в автомобиле — это бензин или энергия. Точно так же и в нашей жизни. Если у вас не получается читать мантры, и эзотерические практики, заклинания, символы не дают вам необходимого действия и делают так, что ничего не получается, это говорит о том, что вам не хватает энергии. А энергия возникает, или энергию человек может накапливать деструктивную или конструктивную. Я рекомендую накапливать конструктивную энергию, которая принесет или приведет человека к тому, чтобы у него все было конструктивно. Для этого необходимо испытывать как можно чаще на протяжении дня состояние радости. При этом хочу сразу же отметить, что состояние радости мы испытываем в середине своей души, в середине своего сердца. То есть, что показал на самом деле Леонардо да Винчи на знаменитой картине, которая называется «Джоконда». На картине «Джоконда» вы увидели настоящую удовлетворенную жизнь женщины, но она ее не выкрикивает в окружающий мир. Она не кричит всем: смотрите, какие деревья, смотрите, какой мир прекрасный. Она смотрит на этот мир, и она полностью удовлетворена всем, что она видит. Она удовлетворена, потому что ее губы, они немножечко расширены. Что делает эта картина? Тем самым Леонардо да Винчи передает всем привет. Он говорит о том, что человек, который удовлетворен, он испытывает радость внутреннюю, духовную, душевную, которую он не расплескивает, не раздает окружающему миру, а испытывает в себе. Я представляю, что та женщина, которая смотрела на Леонардо да Винчи, испытывала по отношению к этому человеку. Она испытывала мягкую, добрую, внутреннюю любовь, глядя на этого человека. Она у нее создавала внутренний салют, внутренние эмоции, внутреннее состояние радости. Не выплескивайте это и есть настоящий подвиг духовного роста человека. Что мы видим в этой картине и почему она популярна? В этой картине мы видим внутренний фейерверк чувств радости, фейерверк чувств любви, фейерверк внутренних чувств полного удовлетворения жизнью вот такой вот женщине, которая жила в средние века. Леонардо да Винчи, глядя на эту картину, наверное, видел самую настоящую искреннюю любовь, которую проявляла та женщина, с которой он срисовывал данный портрет. Поэтому, когда вы будете испытывать состояние эйфории, то не выплескивайте, а просто как Джоконда немножечко растяните свою улыбку и накопите в себе, в своем сердце вот эту самую настоящую духовную сердечную радость, которая перерастет в дальнейшем в сердечную нежность. Как жить расслабленно? Для того, чтобы жить расслабленно, нужно, чтобы вместо тебя кто-то что-то делал. А вы должны быть эксплуататором трудового пролетариата. Для этого нужно научиться эксплуатировать или ограничивать свои потребности, как делают в Адвайте Веданта. Далее. И далее конец. Надеюсь, вам семинар понравился. Давайте я быстро прочитаю, что вы пишете мне. Олеся. Я вышла замуж, школа Кайлаш помогла. Ура. Молодец, Олеся. Надежда Корбут. Очень хочется встретить любимого человека и создать семью. Зачем вы меня используете? Я что, гадалка вам? Помогла обрести уверенность школа Кайлаш. Спасибо, школа улучшила мою жизнь во всех направлениях. Наталья, всегда жду ваши вебинары, много полезной информации. У меня
меняется восприятие жизни. Спасибо за ваш труд. Я меняю свое и меняется вокруг меня. Очень помогает школа. Действительно начала радоваться. Снова начала радоваться и поверила себе. Школа помогла не мне, но и все происходит в моей семье. Очень помогла найти себя, правильную философию. Видите, очень много людей, которым помогла эзотерическая школа Кайлас. А это говорит о том, что я делаю нужное людям дело. Поэтому тем людям, которые пишут о том, что школа ваша это секта, это направление деструктивное, я хочу вам сказать. Вы видите, какое большое количество людей пишет это. А давайте сегодня, когда закончится этот вебинар, прямо под этим видео, которое в данный момент вы просматриваете, после его отключения, нужно будет нажать на кнопочку YouTube и после этого перейти. И когда публикуется данное видео на моем канале, подписаться на мой канал, а также оставить свой отзыв, который вы сейчас написали, прямо под этим видео. Пусть те люди, которые в дальнейшем увидят данное видео, знают, что нас много, а также, что мы изменились, и что эзотерическая школа это не развод лохов, а все-таки психологическая система, эзотерическая система, а также система поддержки тех людей, кто находится друг с другом, что это сплоченная семья, что мы являемся одной сплоченной организацией, у которой есть одна цель, и эта цель обрести состояние радости, удовольствия от жизни и быть примером для тех людей того социума, в котором мы находимся. С вами был Андрей Дыко. До свидания, друзья мои.